Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, 31 декабря, последний день этого 2023 года. Давайте поговорим о том, какой народный праздник сегодня, какой сегодня у нас с вами православный праздник, а также что можно, чего категорически нельзя делать в канун нового 2024 года. Друзья, далее все более подробно. 31 декабря Православная Церковь почитает память святителя Модеста Иерусалимского, рожденного на территории Малой Азии в христианской семье. И обращаем ваше внимание, что именно в церковном календаре 31 декабря это дата почтения памяти святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского. Модест родился в VII веке в городе Севасте, это Малая Азия, в христианской семье. Уже в юные годы он решил посвятить себя Господу Богу и вести иноческий образ жизни. Повзрослев, был пострижен в монахи. Ведя богоугодную жизнь, он старательно исполнял все свои обязанности, возложенные на него, что позволило ему стать настоятелем монастыря святого Феодосия Великого. Во время войны с персидским царем Хазроем многие храмы были уничтожены, а христиане были убиты. Иерусалимского патриарха взяли в плен, и Модест был назначен временным блюстителем Иерусалимской церкви. С благословения Александрийского патриарха он отстроил заново разрушенные храмы и совершил погребение останков убитых христиан. 14 лет спустя из плена возродился Иерусалимский патриарх Захария и продолжил управлять патриаршей кафедрой. После смерти Захария Модест занял его место. Также святой Модест считается заступником домашних животных. В этот день христиане молят его о помощи и о сохранении скотины от мора и лесных зверей. А в народном календаре этот день прозвали в честь святого Модеста в День Модеста, Модеста скотохранителя или покров скота. Вы знаете, в Модестов день мужчины проводили этот день по-особенному. Устраивали совместные застолья, называемыми братчинами. Посвящались они скотохранителю Модесту и сопровождались обязательными блюдами из мяса, а также пивом. Так люди благодарили святого за опеку их домашних животных. По традиции женщины за стол не садились, чтобы, во-первых, не мешать своей болтовней общаться со святым, а во-вторых, перед святками хозяйкам некогда было отдыхать. Вовсе же ведь идут приготовления к празднику. После тяжелого дня, полного забот и хлопот по дому, женщины любили отдохнуть с подругами, проводя гадания на игральных картах. Но в этот день такое развлечение все-таки было под запретом, потому что существовала в этот день особая примета. Кто из женщин 31 декабря возьмет в карты в руки, тот летом без урожая огурцов останется. Считалось, что все куры поклюют. По народным поверьям, сегодня зима отпускает на волю всю нечисть, которая днем и ночью свободно разгуливает по земле. Именно поэтому в древности для этого дня и существовали особенные запреты, о которых мы с вами чуточку позже поговорим. Ну и как в предыдущую ночь, в эту ночь тоже жгли огромные кострища, ждали, когда огонь разгорится, и кидали в него мусор, который обязательно выметали только до полудня. Так наши предки освобождали свой дом от негатива, который накопился за год. Модестов день в народе слыл самым страшным днем, поскольку в этот день нечистая сила буянила не только в свое любимое ночное время суток, но и в течение всего дня. Поэтому запрещалось 31 декабря оставлять на столе открытой посуду с молоком. Этот напил так является символом материнства и братства. А также любые острые предметы, иголки, ножи, топоры и так далее. По народным приметам, темные силы могут заговорить молоко, и тот, кто его выпьет, заболеет, или в его жизни начнется череда неприятностей. Ножи же убирали из-за страха, что нечисть, любительница поиграть с ними, может ранить кого-нибудь и серьезно тем самым покалечив.
Для дополнительной защиты 31 декабря читали специальные магические слова, охраняющие от проделов злых духов. А мы вам предлагаем провести обряд от проказ нечисти. Для этого 31 декабря вам нужно зажечь свечку, купленную накануне в храме, подойти с ней к входной двери, сказать такие слова: «Ты нечисть, шали да не у меня, горит в руках свеча, в дом тебя не пускает, шкодничать запрещает, аминь». То же самое проделать и нужно было у каждого окна. Святого Модеста считали наши предки покровителем домашнего скота, поэтому крестьяне обращались к нему с молитвами и просили помочь животным легче перенести зимушку. Модеста в день предсказывали судьбу. Для этого нужно было прийти и лечь на таку. Если послышится звук молодьбы, быть человеку богатым. Если звон, значит выйдет замуж или женится. Ну а если стук, то к скорой гибели. Также этот день считается самым разгульным для нечистой силы, поэтому будьте сегодня внимательны и осторожны. Также в этот день наши предки определяли, какой из 12 месяцев в следующем году будет самым дождливым. Вечером в 12 маленьких коробочек насыпали соль и на каждой писали название месяца. Какой из них соль станет мокрой по утру, в том месяце, значит, будет больше всего и осадков. Также наши предки уделяли внимание и этому дню, потому что перед Новым годом необходимо было отдать все долги, иначе наши предки считали, что весь следующий год человек в долгах проведет. Еще верили, что устами ребенка сегодня говорит ангел, поэтому к детским просьбам сегодня чутко прислушивались. Ну а крестьяне не только ждали с нетерпением Новый год, но и, конечно же, ждали светлого праздника Рождества. И поэтому многие уже и готовились к Рождеству. Конечно же, в преддверии Нового года каждый человек мечтает о финансовом благополучии, о семейном счастье, о крепком здоровье. Чтобы все это пришло в вашу жизнь, нужно прислушаться обязательно к народным приметам. Поэтому одна из самых важных народных примет – встреча Нового года в тесном семейном кругу за богато накрытым столом. После этого можно выйти на улицу и прогуляться, посетить увеселительные заведения или заглянуть в гости к друзьям. Не приглашайте на новогодний ужин врагов и людей, которые вам неприятны. Встречайте праздник только в кругу близких и любимых вам людей, иначе накличете на себя несчастье. А вот девушка, желающая в наступающем году встретить свою половинку, должна преподнести подарки 7 деткам. Это поможет создать положительную энергетику, необходимую для создания семьи. Также в этот день желательно не вспоминать о покойниках, а если тема об усопших все-таки была затронута, то говорить о них только хорошее. Если 31 декабря кто-то ругает покойного, то это говорит о том, что в следующем году ему придется столкнуться с неприятностями, поэтому следите за тем, что вы говорите. Помните о том, что в последний день уходящего года делать генеральную уборку нельзя. Ее необходимо провести еще до 31 декабря. Ну а встречать Новый год в грязном доме значит привлечь беспорядок и неудачи в свою жизнь. Как ни странно, но многие люди любят одиночество, ведь это прекрасная возможность побыть наедине с собой и подумать о будущем. Однако Новый год постарайтесь встречать в компании родных или друзей, иначе в следующем году вы постоянно будете ощущать себя одинокими. Красивая прическа – это важная часть новогоднего образа. Но помните, что стричь волос 31 декабря нельзя, иначе в новом году ваши волосы будут тусклыми и редкими. Для многих людей Новый год – это не только веселый, но и грустный праздник. Вы можете вспомнить приятные моменты, которые произошли в старом году, и пожалеть о том, что они уходят. Научитесь отпускать прошлое 31 декабря, не жалейте об уходящем годе, иначе в будущем будут намного меньше ярких событий и впечатлений. А именины 31 декабря празднуют Марк, Владимир, Мартин, Михаил, Севастьян, Федор, Сергей, Георгий и Елизавета. 31 декабря у нас с вами люди родились в знаке зодиака Козерог.
Как правило, это серьезные люди, харизматичные, правда, они скрывают свою запутливость, внимание и стремление помочь попавшим в беду. Также люди такие, они упорные, они видят насквозь и проявляют чрезвычайную настойчивость в достижении поставленных целей. Начав заниматься какой-то идеей или проектом, они с головой погружаются в них. Также обращаем ваше внимание, что среди родившихся 31 декабря нет лентяев, и на вас всегда можно будет положиться. Вы не избегаете трудностей и не опустите руки при первых признаках надвигающейся опасности. А вот сны в ночь на 31 декабря должны выявить пороки и привычки, от которых вам необходимо избавиться. Более того, если во сне вы страдаете из-за своих действий, например, если рискуете и проигрываете, то наяву вам следует обратить внимание на свои решения и на свои действия. Также предупреждение видится и во сне этой ночи. К примеру, приснившаяся в ночь с 30 на 31 декабря молния скажет о том, что пора вам смирить свою гордыню. Но если вам приснился враг, то стоит обратить внимание на свое общение. Если вы только разговаривали с ним, вы находитесь на грани совершения ошибки в своей жизни. Если во сне вы поссорились с врагом, то вас ожидает какая-то потеря. А наоборот, если помирились, ваше желание может сбыться в ближайшем будущем. Что же нужно сделать 31 декабря? Вы знаете, в 31 декабря постарайтесь купить новый веник. Перевяжите его красной ленточкой и установите на ночь в углу кухни ручкой вниз. Старый, естественно, нужно выбросить. 2 веника в доме, помните, это дурная примета. Также не забудьте оставить угощение домовому, например, блюдце с вкусным салатиком и бокальчик вина или просто сладости. На входную дверь обязательно повесьте красиво украшенный венок из еловых веток. Считается, что он привлечет в дом удачу. Ближе к ночи обязательно примите ванну или душ, дабы смыть плохую энергетику, которая накопилась за прошлые месяцы. По возможности выбросите всю пришедшую в негодность посуду с трещинами, со сколами и так далее. Также можно избавиться от вещей, которые напоминают вам разного рода неприятности и проблемы. Непременно постарайтесь простить своих врагов и всех тех, кто вас обидел. Обязательно попросите прощения у самых близких. Ну а чтобы умилостивить злодейку судьбы, раздайте милостыню нищим. Также обращаем ваше внимание, что остатки еды с праздничного стола нельзя выбрасывать. Чтобы не спугнуть удачу, нужно отдать продукты уличным или собственным кошечкам и собачкам. Чего же нельзя делать 31 декабря по народным приметам? Обращаем ваше внимание, что 31 декабря на видном месте нельзя оставлять острые предметы. По поверьям, в Модестов день ими могут завладеть темные силы, которые впоследствии будут урезать человеку счастье и уют. В канун Нового года женщины, которые жили на Руси, ни в коем случае не зашивали рваную одежду. Существовало убеждение, что из-за этого на протяжении долгих месяцев придется исправлять ошибки и в работе, и в семейной жизни. Кроме того, в праздник не следует стричь волосы, чтобы в итоге они не стали ломкими и секущимися. Также обращаем ваше внимание, что сегодня наши предки считали, что очень активна нечисть, которая пытается навредить людям, поэтому не рекомендуем оставлять на видном месте острые предметы. В народе верили, что темные силы, завладевшие ими, могут все домашнее счастье, уют и достаток порезать или порубить. Как считали наши предки, злые духи любят прятаться и в напитках, чтобы испортить человеку здоровье. По этой причине не советуем и 31 декабря оставлять открытой посуду, в которой налита жидкость для питья. Все такие емкости нужно обязательно закрыть крышками или же накрыть блюдцами или простыми посудными полотенцами. Также обращаем ваше внимание, что сегодня нельзя зашивать одежду. Женщинам нельзя сегодня подстригать волосы, иначе они в следующем году будут очень редкими и ломкими, или же вовсе выпадут, из-за чего появятся большие залысины. Мужчинам 31 декабря нельзя обедать в одиночестве, так как святой Модест может обидеться и перестать помогать сильному полу в их мужских делах.
Не разрешается выбрасывать выметенный сегодня мусор. Его нужно только сжигать на костре. Считается, что это поможет защитить дом от возврата всего плохого, что было в прошлом году. Также 31 декабря надо вынести на улицу вещи, которые носились во время болезни, чтобы болезнь снова не напомнила о себе. Их можно сжечь или же, как вариант, утопить. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 31 декабря, последний день этого 2023 года. А мы каждому хотим пожелать здоровья, благополучия, достатка, изобилия, всего самого-самого наилучшего. Пусть 2024 год пройдет у вас только самыми лучшими моментами и потом воспоминаниями. Обязательно в комментариях напишите ваши пожелания. Давайте как можно больше будет положительных посылов отправим друг другу. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.